О пациентке. В первую очередь интересует желчный ЖКБ, в анамнезе пациента гепатит С, заглушили много лет назад. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 1983 год рождения. Дата исследования – 6 апреля 2022 года. Область исследования – брюшная полость, забрюшинное пространство. Желудок на 29 мм пролоббирует в грудную полость. Печень, положение и форма обычные, КРБТ 114 мм, Карлт 79 мм. МР структура печени диффузно неоднородна, очаги патологического сигнала не выявлены. Контуры четкие и неровные. Структура паренхимы однородная. Внутрипеченочная сосудистая и билиарная сети не расширены. Структуры ворот печени дифференцированы. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Холедах прослеживается на всем протяжении, не расширен до 5 мм. Структура в его просвете однородная. Желчный пузырь обычных размеров, перегиб в шейке. Визуализируются конкременты диаметром до 3-5 мм, стенки утолщены до 3-4 мм. Поджелудочная железа не увеличена. Контуры четкие и ровные. МР структура поджелудочной железы диффузно неоднородна, очаги патологического сигнала не выявлены. Парапанкреатическая клетчатка дифференцирована. Версунгов проток не расширен, 2 мм. Селезенка расположена обычно правильной формы, размером 126 на 63 на 131 мм. Селезеночная вена диаметром 14 мм. Надпочечники обычных размеров формы. Правая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена, паранефральная клетчатка структурна. Правый мочеточник не расширен. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. Левая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена, паранефральная клетчатка структурна. Левый мочеточник не расширен. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. Вокруг печени селезенки, в межкишечном пространстве скопления свободной жидкости. При выполнении DWI участки патологически измененного коэффициента диффузии достоверно не определяются. Заключение. МР признаки грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, диффузных изменений ткани печени и поджелудочной железы, спленомегалии, расширение селезеночной вены, асцита, ЖКБ, конкременты, утолщение стенок желчного пузыря. Рекомендована консультация терапевта. 28 марта 2022 года доцент кафедры КМН. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. Часть желудка проходит в грудную полость. Это грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Это может давать боли, чувство неудобства в верхней части живота. Диффузно изменена ткань печени и поджелудочной железы. Это признаки перенесенных чаще воспалительных заболеваний. Селезенка увеличена, расширена селезеночная вена. Это один из признаков цирроза печени, для чего также характерно формирование асцита, скопление жидкости в животе. В желчном пузыре камни. В целом вам имеет смысл показаться терапевту. Вопрос пациентки. Есть уточняющие. Пациенту отказали в операции по удалению камней в желчном. Сказали, не перенесет. Низкие тромбоциты плюс анамнез. Отправили к гепатологам. Можно ли по МРТ дополнительно что-то сказать о камнях? Размер, количество, критичность перекрывают нет. Ответ КМН Котова МА. Размер камней до 5 мм. Количество их не имеет значения. Расположены они в теле пузыря, признаков нарушения оттока желчи нет.